Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Стали Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Наконец-то осень пришла. Я осень жду с нетерпением, потому что осенью поспевает айва. Мой любимый плод, который я не просто ем, я готовлю с ней множество блюд. И то дело, курдюк-то у меня круглый год есть. Вот и начнем все с курдюка, как обычно. Курдюк я нарезаю кусочками среднего размера. Так он вкуснее получится. До готового блюда еще довольно далеко. А перекусить повару никогда не помешает. И отправляем курдюк в мой новый казан. Точнее, казан-то старый, ему уже, наверное, лет 15-20. А вот очаг под ним новый. Об устройстве этого очага я расскажу позднее. Можно даже, когда блюдо будет полностью готово. Огонь слишком сильный. Перекрыл поддувало, и все в порядке. Ничего не пригорит. А теперь попрошу обратить внимание на мясо. Видите, какое у меня мясо? Вот это чистая мякоть от задка. А это голяшки, нижняя часть ноги. Это мясо можно и обжарить, и потушить. А вот это мясо отлично подойдет на фарш. Мясорубка, не мясорубка, а мясо лучше порезать кусками помельче. Так мясорубке будет легче работать, и мясо лучше перекрутится. Из него выдавится как можно меньше сока. Весь сок останется внутри мяса. Я забочусь о количестве сока, потому что для блюда, которое мы сегодня собрались готовить, сок вреден. Да, парадокс, но бывает и такое. А вот немного жира в фарш никогда не помешает. Каждый раз, когда речь заходит о курдюке, люди в комментариях меня спрашивают о том, чем можно заменить курдюк. Послушайте, курдюк – это баранье сало, которое растет у барашка, извиняюсь, на попе. Значит, тем салом, которое у вас есть, и заменяйте. А мне некогда. Пойдемте выжарки, шкварки из казана доставать. Для того, чтобы правильно вытопить шкварки, сильного огня не надо. Они должны вытапливаться достаточно спокойно, и не надо их слишком часто перемешивать. Оставьте это удовольствие на потом. Нам еще будет что пожарить в казане. Нам еще будет где поработать шумовкой. А пока на выжарке немного соли, немного лучку, на лучок тоже немного соли, и лепешечка. Своя, домашняя. Вчера в тандыре пекли. Ну, угощайтесь, не стесняйтесь. Перекусим, пиалочку чая выпьем. 5 минут. Вот эти слова «угощайтесь, угощайтесь». 5 минут. Я запомнил по Коканду. А вы знаете, что такое Коканд? Ну, это город такой в Узбекистане. Когда-то столица Кокандского ханства. Когда-то Кокандское ханство простиралось от нынешней Алматы и до половины Узбекистана. Ну, а теперь это просто город, даже не областной центр. Но торговые традиции в этом городе до сих пор очень сильны. А кто, как не торговый люд, умеет выстроить хорошие взаимоотношения? Вот мой коканский знакомый Дижахбар Акя Хамидов заходил в огромный офис. Эдакий, как сейчас говорят, open space. Проходит между столов, а в руках у него кулек. И из этого кулька он на каждый стол раскладывает по горстке орешков. Говорит, это вам. Угощает. А потом проходит еще раз, берет кулек с изюмом. И изюм раскладывает на каждый стол. И опять говорит, это вам. И в итоге все документы, все отгрузки для Дижахбара Акя в первую очередь. Хороший, приятный человек, понимаешь ли. Это фисташки. Никогда не добавляли в фарш фисташки? А попробуйте. Вот вместо лука добавить в фарш фисташки и немного изюма. Да, с курдюком, с мясом. Кстати, как там мясо в казане? Самое время помешать. Огонь умеренный. Мне мясо надо поджарить довольно насухо. Я вам уже говорил, что в этом блюде
Всякий сок будет только помехой. Так вот, приезжает как-то раз в Коканд очень высокое начальство. Ади Шахбар Акят тут как тут. Он говорит свои заветные слова. 5 минут, 5 минут, только чай, угощайтесь. Ну как можно отказать такому любезному человеку? Разумеется, мы согласились зайти на 5 минут, ну ладно, на 10 и выпить по пиалочке чая. Ребята, вы плохо знаете Коканд. Сразу после чая была подана горячая шурпа. Забегая вперед, скажу, что где-то там в конце, часа через 3-4, принесли еще и плов. Но одним из блюд между шурпой и пловом было одно блюдо, которое я назвал айва, фаршированная по-кокандски. Ух, как же я полюбил это блюдо. Я не мог его наготовиться. Я дома готовил, в гости приезжал, готовил. И всем оно так нравилось. Просто поражало все воображение. Немного соли, немного перца, немного зиры. Но этот фарш вкусен благодаря ингредиентам, которые он содержит, а не благодаря специям. Зиры вот совсем чуть-чуть. Чайная ложечка. Хватит. И перемешать. Перемешать фарш как следует. Равномерно распределить в нем изюм, фисташки, курдюк. И сделать так, чтобы он получился, ну, скажем так, слегка липким, как котлетный фарш. Ну вот и все. Фарш готов. Пора дальше заниматься казаном. Мясо тоже готово. Ну все, поджарилось, обжарилось. Слегка подсохло снаружи. Вот и хорошо. Освобождаем место под следующие продукты. Ну а мясо, обжаренное мясо, необходимо и посолить, и проперчить. Оно пока стоит, нормально просолится. А теперь морковка. Морковку тоже обжарим в казане крупными ломтями. Опускаем морковь в масло. И некогда долго разговаривать. Надо айву нарезать. Всего лишь навсего на 2 половины. И из каждой половины вырезаем сердцевину. Если углубление получится чуть больше, чем была сама сердцевина, это хорошо. Потому что эту айву мы сейчас будем фаршировать. Начинять мясом, фисташками, изюмом. Ну, наконец-то, хоть одна айва попалась червивая. Значит, натуральная, настоящая. Ничего страшного. Нож есть, выскребаем. Да, это настоящая, родная. Не то узбекская, не то азербайджанская, а то понавезут импортных. Послушайте, ее даже черви не едят. И она не годится на то блюдо, которое вы собрались готовить сегодня. Знаете почему? Она очень быстро готовится. Она очень быстро раскисает. А вот это блюдо, чем дольше будет готовиться, тем вкуснее получится. Айда картошку обжаривать. Масло очень горячее и хорошо. Пусть картошка зарумянится. Чтобы она зарумянилась как следует, я не буду опускать ее сразу всю. Буду ее обжаривать партиями. Ну, допустим, штук по 5. Цель предварительного обжаривания всех продуктов состоит в том, чтобы подсушить их снаружи. Ну, во-первых, румяными сделать, конечно, более ароматными, более вкусными. Но самое главное, самое важное – удалить из них лишнюю влагу. Именно из-за влаги айва разваривается. А мне необходимо получить запеченную айву. Айву, запеченную в казане. Конечно, я предвижу вопрос. Сталик, вот у тебя печь стоит. Так пеки ты эту айву в печи. Нет, мои дорогие, я хочу вам сегодня показать еще один подвид казана. Ведь казан, когда он встроен в кирпичный очаг,
может работать не хуже, чем печь. Не хуже, чем русская печь. Вот так фарша берешь, ну вот сколько в ладошке? Ну, с половины айвы, да? И сюда его поплотнее, чтобы заполнило всю полость. И сколько-то фарша пусть остается сверху айвы. Я примерно догадываюсь, что могут подумать многие люди. Что они говорят про себя. Как же это? Фрукты, изюм, фисташки и вдруг мясо. Разве это может быть вкусным? В старину в Средней Азии не было картошки. Не было картошки, которую мы сейчас обжариваем. И что же тогда ели люди? Ну, во-первых, репу. Во-вторых, морковь. Ну, а в-третьих, айву. Даже Абу Али ибн Сино, великий ученый, который жил за 1000 лет до нас, который в Европе известен под именем Авиценна, писал в своем трактате о медицинских науках о том, что плов с айвой – это поистине лечебное блюдо. Мы как-нибудь приготовим с вами плов с айвой. Но сегодня у нас айва, фаршированная по-какански. Как у Дижахбараке. Вот ты посмотри. Ровно на одну айву не хватило фарша. Не рассчитал. Ну и ничего страшного. Мы эту айву заложим как есть, пустую, дольками. А мало ли чего. Вдруг кому-нибудь из всего блюда понравится именно айва. Пусть ест. Все обжарил. Практически все готово для того, чтобы закладывать продукты в определенном порядке обратно в казан. Но в казане слишком много жира. Да, сегодня неслыханное дело. У Сталика Ханкишиева в казане жир оказался лишним. А и то дело, вы посмотрите на него. Ведь он совсем не аппетитный. Оставим в качестве жидкости для розжига. И все складываем обратно в казан. Начинаем с картошечки. И хочу напомнить вам, а картошку мы разве солили? Нет, не солили. А не соленая картошка, разве это вкусно? Нет, не вкусно. Значит, картошку-то мы и должны посолить. А теперь поверх картошки лакомые кусочки мяса. Все точно так же, как в популярном узбекском блюде казан-кебаб. Было дело, я это блюдо в своих книгах называл пирожок. И был у меня пирожок по-маргелански, был пирожок по-какански. Вот сейчас пока что все очень похоже на тот самый каканский пирожок. Ну а теперь морковка. Морковку я укладываю отдельным слоем, потому что морковка потребует зиры. На морковку немного зиры добавить не грех. Да и вообще, ну казан, баранина. Как обойтись без зиры? Не понимаю. Еще немного картошечки. Вот здесь, по краям, в качестве подставки под главный продукт. А главный продукт у нас сегодня айва. Вот она, красавица моя, иди сюда. Идем в казан, полезай. Расставляем поближе к бокам, чтобы айва запеклась, чтобы припеклась одним бочком к казану. Послушайте, вот за те 30-40 минут, что мы обжаривали все продукты, кирпич, из которого сложен этот очаг, нагрелся. Он нагрелся примерно так же, как нагревается русская печь. И теперь этот кирпич будет отдавать тепло очень долго. Ну, конечно, под казаном будут тлеть какие-то поленья. Очень так не спеша. Но все-таки главный источник тепла – это кирпич. Кирпич, который отдает свое тепло казану и, соответственно, продуктам очень медленно, очень не спеша. Точно так же, как отдает тепло русская печь. Именно поэтому блюда, приготовленные в правильном казане, настолько милы сердцу русского человека. Да, в нас буквально на генетическом уровне заложена любовь к блюдам томленным, блюдам запеченным, блюдам, которые готовились не бухты-барахты, шинтер-пентер,
да? А потихоньку, не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой и, разумеется, под хорошей крышкой. У меня есть хорошая крышка для этого казана, которая представляет собой, по сути дела, термос. Понимаете? Она не выпустит ни грамма тепла, все тепло останется здесь. И мы можем попрощаться с нашим казаном примерно часа на 1,5, а то и на 2. Все зависит от жара, который остался под казаном. Да вы принюхивайтесь и прислушивайтесь, и все получится как следует. Отдыхайте, развлекайтесь. Сегодняшняя еда заслуживает особой подачи. Необходимо довольно просторное блюдо, чтобы у людей даже было впечатление, как будто бы его готовили в печи. Но тем не менее, идемте сюда, идемте к казану, открываем, заглядываем внутрь. Вы знаете, вот эта зелень уже выполнила свою задачу, ароматизировала блюдо. Ее можно, пожалуй, что и убрать. И часть айвы тоже уберем на вспомогательный поднос, чтобы нам добраться до мяса, до картошки. Хотя самое вкусное здесь, разумеется, айва. Уф, горячо, и я могу вам сказать, что сегодня казан горячий не только снизу, но больше горячий даже именно с боков, потому что его грели не только дрова, не только поленья, но еще и стенки печи, стенки правильно построенного очага. Ах да, я же вам обещал рассказать, как устроена эта печь, как устроен этот замечательный очаг под казан. А мы вот как с вами поступим. Вы приходите на мой канал в Ютубе. Я подробно все покажу и отвечу на ваши вопросы. А сейчас нам некогда. Честное слово, некогда нам, потому что нам надо выкладывать готовое блюдо. О, какой сироп образовался! Вы только поглядите. Это просто чудесно. Знаете, если какая-то из картофелин, из тех, что лежали на самом дне казана, слишком сильно припеклась, вплоть до черноты, вы не расстраивайтесь. Просто удалили пригоревшее, да и все. Ничего страшного. Зато знали бы вы, каким ароматом напоено это блюдо и какой сироп образовался на дне. Это просто потрясающе. Еще пару долек айвы подложу. И знаете что? Я вот этот сироп не хочу терять. Нет, я этот сироп наберу прямо ложкой. Это же из айвы натек. И полью им мясной фарш. Вот и все, дорогие друзья. Да, я сделал все, чтобы от чистого сердца, от всей души сказать вам приятного аппетита. И обязательно смотрите нашу следующую программу, чтобы узнать, какое блюдо я приготовил в этой замечательной печи.